Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами вяжем вот такой замечательный узор. Вот такая у него изнанка. Мастер-класс я делаю по просьбе Ирины Смольковой. Она прислала к нам в группу ВКонтакте фотографию из Инстаграма. Этим узором были связаны гольфы. Я не могу показать вам фотографию, потому что в Инстаграм я зайти не могу. В России он запрещен. И туда я пока больше не захожу. Я не знаю автора этих гольф, поэтому авторскую фотографию без подписи, без ссылки на автора я выставлять не буду. Но вы сами видите, что узор очень интересный, и носки или гольфы, связанные таким узором, будут шикарно смотреться. Узор можно назвать мелкораппортным, в ширину 14 петель, но в эти 14 петель входят 2 дорожки, вот, которые вяжутся в шахматном порядке. Вот такие листочки рельефные вывязываются, можно сказать, в ромбах. Симпатичный очень узор. И схему к этому узору для нас составила наша любимая Айрин Близзард. Мы уже вязали много узоров по ее схемам. Заходите к ней в группу. Она составляет не только схемы к узорам, но и переводит описание с любого языка из иностранных журналов. Ссылку на ее группу я оставлю под видео. Заходите, подписывайтесь, присоединяйтесь и пользуйтесь. Ну, а мы будем с вами сейчас вязать узор, и я покажу вам схему, которую нам любезно предоставила Ирина. Все вот эти обозначения я буду вам показывать, как они вяжутся, я на них останавливаться не буду. Единственное, что я хочу сказать по этой схеме. Схема составлена так, что все условные обозначения показывают на ней, как узор выглядит на лицевой стороне. По этой схеме очень легко вязать по кругу. Проще, чем поворотным вязанием. Вот я имею в виду именно этот узор. Но мы будем с вами вязать поворотным вязанием. А для тех, кто будет вязать по кругу, то вязать по схеме, читая все ряды справа налево и повторять 14 петель раппорта. Вот эти 2 дорожки – это раппорт узора. Здесь у меня в моем образце 3,5 раппорта в ширину связано. С круговым вязанием понятно. При поворотном вязании мы, провязав лицевой ряд, читаем схему справа налево, разворачиваем работу и вяжем изнаночный ряд. И уже схему будем читать слева направо, но условные обозначения в них будем читать наоборот. Изнаночная петля вот показана в изнаночном ряду, мы будем вязать ее лицевой петлей. Ну и, соответственно, лицевую петлю мы будем вязать изнаночной. Сначала мы вяжем нулевой подготовительный ряд, потом вяжем один раз с 1 по 6 ряд. И затем следующие 12 рядов это у нас и будет раппорт узора в высоту. Все время повторять будем с 7 по 18 ряд. Схема, как всегда, будет в конце видео. Я добавлю к ней условные обозначения и обозначу раппорт узора. Ну а мы с вами начнем вязать. Набираем на спицы 16 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И сейчас мы с вами провяжем нулевой ряд. Это изнаночный ряд. И вязать мы его будем, читая схему слева направо. И не забывайте, что в изнаночном ряду при поворотном вязании петли вяжутся наоборот. Вот у нас первая петля изнаночная. На схеме мы вяжем ее лицевой. Затем у нас лицевая петля, мы вяжем ее изнаночной. Вот так мы будем провязывать изнаночные ряды. Далее 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых в конце ряда и кромочная петля. Провязали нулевой ряд, вяжем первый лицевой ряд узора.
2 изнаночных. Далее нам нужно перекрестить 3 петли следующим образом. Первую петлю оставляем на дополнительной спице перед работой. Следующую петлю можно оставить на второй дополнительной спице за работой, но я просто меняю местами. Вот так вот петли оставляю за работой. Провязываем лицевую скрещенную петлю. Я лицевую петлю вяжу вот так, бабушкиным способом. Лицевую скрещенную подхватить петлю сзади и развернуть. Далее петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной, и петлю с дополнительной спицы мы вяжем лицевой скрещенной. Сворачиваем петлю и провязываем ее лицевой. Вот так мы перекрестили 3 петли. Далее будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная. Снова разворачиваем петлю, провязываем лицевой. 3 изнаночных, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. Во втором изнаночном ряду и во многих изнаночных рядах этого узора, за исключением некоторых, петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевые, изнаночные изнаночными. Но мы будем вязать петли по рисунку, лицевые петли мы будем вязать лицевыми, а изнаночные петли мы будем вязать изнаночными скрещенными. Вот изнаночную петлю я провязываю вот так, изнаночную скрещенную петлю подхватываем, сзади провязываем вот так за заднюю стенку. У нас на лицевой стороне она будет провязываться лицевой скрещенной. Далее вяжем 3 лицевые, снова видим изнаночная петля, вяжем ее изнаночной скрещенной. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными скрещенными. В дальнейшем, вот опять изнаночные скрещенные, в дальнейшем я изнаночные ряды, где у нас так петли провязываются, буду пропускать. Я буду вам просто напоминать, как это вязать. Вот смотрите, уже появляется что-то рельефное. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная. Следующие 2 петли нужно перекрестить в правую сторону. Оставляем 1 петлю, изнаночную петлю оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Дальше будет изнаночная петля. И следующие 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Можно на дополнительной спице, можно поменять петли местами. Провязываем изнаночную петлю. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Расширяем ромб. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. В 4 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными скрещенными. Пятый лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петлю оставляем перед работой, меняем петли местами. Провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 изнаночная и 2 петельки мы перекрещиваем вправо. 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. В конце ряда изнаночная петля. В 6 изнаночном ряду петли провязываем
по рисунку изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Мы провязали 6 рядов. Я не считаю нулевой ряд. Провязали 6 рядов. Эти 6 рядов вяжутся один раз. И далее мы начинаем вязать раппорт узора. 7 лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. На схеме нарисована красная клеточка. Эта клеточка обозначает, что нужно вывязать 3 петли из петли на 4 ряда ниже. Вот считаем. Первый ряд петля на спице, 1 ряд, второй, третий, 4. Вводим спицу в петлю на 4 ряда ниже и вытягиваем длинную петлю. Затем делаем накид, тоже такой же длинный, и снова из этой же петли вытягиваем длинную петлю. У нас на крючке 3 длинных петли. Далее сбрасываем петлю с левой спицы, мы ее уже провязали только что, и вяжем дальше. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночных и перекрещиваем 3 петли в левую сторону. Можно взять дополнительную спицу, как я показывала в начале, но я вообще без дополнительной спицы. Оставляем 1 петлю перед работой, следующую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную. Я вам хочу сказать по секрету, что вот именно вот эту петельку я просто провязываю лицевой, ее не видно в узоре, что она просто будет лицевой провязана. Ну, так удобнее. Но вообще нужно привязать ее лицевой скрещенной. Затем петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной, и петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Снова перекрестили 3 петли, точно так же, как мы делали это в первом ряду. Далее у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. 8 изнаночный ряд вяжем вместе. 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых. Далее изнаночная скрещенная, лицевая. И вот эти 3 петли, которые мы вывязывали длинные, мы провязываем их изнаночными. 3 изнаночных. Простые изнаночные. Далее будет лицевая, изнаночная скрещенная и лицевая петля в конце ряда. 9 лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и 3 петли провязываем вместе так, чтобы средняя петля была по центру. Меняем местами петли, выставляем вторую петлю на первое место, возвращаем петли на левую спицу и провязываем их лицевой петлей. Вот он, наш красивый листок. Далее будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных и начинаем расширять второй ромб. Оставляем 1 петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем изнаночная петля и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петля у нас остается перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной. 1 изнаночная в конце ряда. 10 изнаночный ряд вяжем вместе. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, пока что вяжем по рисунку. И далее мы провязываем
3 лицевых. Вот петля от шишечки, мы вязали здесь ее лицевой петлей, она у нас вот изнаночная. Мы вяжем 3 лицевые. Далее будет 1 изнаночная, 1 лицевая в конце ряда. 11 лицевой ряд. 1 изнаночная. 2 петельки перекрещиваем в левую сторону. Оставляем 1 петлю перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной. Далее будет изнаночная петля. И 2 петли перекрещиваем вправо. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Закрываем ромб. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. 13 лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Оставляем первую петлю на дополнительной спице перед работой, либо меняем так местами. Вторую петлю оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Ну, давайте вот я ее все-таки лицевой скрещенную привяжу. Затем петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 3 изнаночных. Лицевая скрещенная, 1 изнаночная. И вывязываем 3 длинные петли из петли на 4 ряда ниже. Считаем 1, 2, 3, 4. Вводим спицу, вытягиваем длинную петлю, делаем накид и снова вытягиваем длинную петлю. Сбрасываем петлю с левой спицы. 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. 14 изнаночный ряд. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 3 простых изнаночных, длинные петли вяжем изнаночными, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых. До конца провязали петли по рисунку. Вывязываем листок в шахматном порядке. 15 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Дальше будет изнаночная петля и 2 петельки перекрещиваем влево. 1 петлю оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и 3 петли нам нужно провязать вместе так, чтобы была сверху средняя петля. Вот еще один способ показываю. Снимаем первую петлю, вот так, подхватывая ее сзади, и следом снимаем вторую петлю. И возвращаем вот таким образом петли на левую спицу. У нас средняя петля на первом месте. Провязываем все 3 петельки лицевой петлей. Листик готов. 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда. 16 изнаночный ряд. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, петлю от шишки провязываем
лицевой петлей, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная и 1 лицевая. 17 лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем влево, 1 петлю оставляем за работой, вяжем изнаночную петлю и петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 изнаночная и 2 петельки перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. В конце ряда у нас изнаночная петля. 18 изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку, изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Это у нас последний ряд раппорта. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. И далее раппорт в высоту повторять с 7 по 18 ряд. Вот сейчас в следующем ряду снова начинать вывязывать шишечку. И когда мы с вами провяжем несколько раппортов в ширину и высоту или свяжем изделие, мы получим вот такой прекрасный узор. Давайте скажем спасибо нашим девочкам Ирине Смальковой и Irene Blizzard за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам мира, здоровья, добра, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!